Баралгин-М оказывает анальгетическое, жаропонижающее и выраженное спазмолитическое на гладкую мускулатуру мочевыводящих и желчных путей действие. Действие развивается через 20-40 минут и достигает максимума через 2 часа. Показания. Тяжелый острый или хронический болевой синдром при травмах и послеоперационном болевом синдроме, при коликах, при онкологических заболеваниях и других состояниях, где противопоказаны другие терапевтические меры. При лихорадке, устойчивой к другим методам лечения. Способ применения и дозы. Принимать внутрь по 250-500 мг 2-3 раза в сутки. Максимальная разовая доза 1 грамм, суточная 3 грамма. Разовые дозы для детей 2-3 лет 50-100 мг, от 4 до 5 лет 100-200 мг, от 6 до 7 лет 200 мг, от 8 до 14 лет 250-300 мг. Кратность назначения 2-3 раза в сутки. Детям назначают из расчета 5-10 мг на килограмм массы тела 2-3 раза в сутки. Противопоказания. Повышенная чувствительность к метамизолу натрия и другим компонентам препарата, а также к другим пирозолонам, феназон, пропифеназон, или к пирозолидинам, фенилбутазон, оксифенбутазон, включая, например, указания анамнеза на развитие гранулоцитоза при приеме одного из этих препаратов. Нельзя принимать при нарушениях костно-мозгового кроветворения, например, после лечения цитостатиками или заболевания гемопоэтической системы. Указание анамнеза на бронхоспазм или другие анафилактические реакции, например, крапивницу, ринит, ангионевротический отек, при приеме анальгезирующих препаратов, таких как салицилаты, парацетамол, диклофенак, ибупрофен, индометацин, напроксен. С осторожностью назначают детям в возрасте до 15 лет. Запрещено принимать при беременности в первом и третьем триместре, периоде лактации, при острой интермитирующей печеночной порфирии, риск развития приступов порфирии. Если у вас одно из этих заболеваний или состояний, перед приемом препарата проконсультируйтесь с врачом. Применение при беременности и кормлении грудью. Противопоказано в первом и третьих триместрах беременности. Применение во втором триместре только по строгим медицинским показаниям. Кормление грудью противопоказано в течение 48 часов после приема баралгина М. Особые указания. При лечении детей до 5 лет и больных, получающих цитостатические средства, прием метамизола натрия должен проводиться только под наблюдением врача. Во время беременности, особенно в первые 3 месяца и последние 6 недель, нельзя принимать никакие нестероидные противовоспалительные препараты. У больных атопической бронхиальной астмой и полинозами имеется повышенный риск развития реакции гиперчувствительности. При длительном применении необходимо контролировать картину периферической крови. На фоне приема метамизола натрия возможно развитие агранулоцитоза, в связи с чем при выявлении немотивированного подъема температуры, озноба, боли в горле, затрудненного глотания, стоматита, а при развитии вагинита или проктита необходима немедленная отмена препарата. Непереносимость встречается весьма редко, однако угроза развития шока после внутривенного введения препарата относительно выше, чем после приема препарата внутрь. Недопустимо использование для снятия острых болей в животе до выяснения причины. Особая осторожность требуется при назначении больным систолическим артериальным давлением ниже 100 мм ртутного столба или при нестабильности кровообращения, например, начинающееся тяжелое нарушение кровообращения при инфаркте миокарда, множественной травме, начинающемся шоке, с анамнестическими указаниями на заболевания почек, пиелонефрит, гломерулонефрит и при длительном алкогольном анамнезе. Возможно окрашивание мочи в красный цвет за счет выделения метаболида. Условия хранения и срок годности. Хранить в защищенном от света месте при температуре от 8 до 25 градусов. Срок годности 4 года.